Привет, мои дорогие! Я знаю, что вы ждете, поэтому всегда спешу к вам в эфир. Есть некоторые вещи, вы знаете, подготовка к суду и еще всякие вещи. Всегда спешу к вам в эфир. Поэтому подписывайтесь обязательно. Нас уже 60% те, кто подписаны и смотрят видео. Из 100% просмотра видео 60% подписаны, поэтому 40%. Прокликайте давайте. И подпишитесь, потому что всегда реально спешу к вам. Поехали, дорогие, что у нас интересное. Россия на пороге самого значительного завоевания. Это пишет непосредственно The Wall Street Journal. Ну и, как оказалось, пишет политика, что Джоли не анонсировала свой приезд. То есть всякие интересные моменты. Подозрения у СБУ, они до сих пор мучают этого водителя, который оказался волонтер. До сих пор они у него там узнают, что и как. Потому что она не анонсировала. Есть всякие подозрения. Подозрения такие, что там либо Сорос ее подослал до того, чтобы посмотреть, какая ситуация, либо Трамп, либо еще кто-то. Короче, у СБУ куча вопросов на самом деле. Наши же стороны пишут, что это отвлечение от той проблемы. На самом деле отвлечение там совсем другое. То, что делает российская сторона, я имею в виду Министерство обороны России. И я вам даже покажу, как это выглядит, дорогие мои. Поехали. Вот политика пишет, что Джоли, оказывается, не поставила в известность Банковую. Понимаете? И там произошла эта драма с ТЦК. Ну, она сегодня там уже давала интервью по поводу, как обстоят дела в Херсоне. И там в Николаевской области, что люди там испытывают какие-то сложности и трудности, ну, вы знаете, это, я была, значит, надо что-то сказать. А то, что именно под капотом, как говорится, никто не знает. Поэтому до сих пор мучают ее водителя, дорогие мои. Ну и вот южное направление, дорогие мои, украинские военные и нардепы отмечают резкое продвижение россиян на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Там много чего интересного. Пока наше внимание на Покровске, Россия стремительно движется по правому флангу в направлении Запорожья, обходя через Днепропетровскую область всю линию обороны на юге, пишут украинские военнослужащие. Бунятов, или Осман его называют. Об этом также говорит Безуглая. Безуглая также говорит о том, что этого Лысака, который был там главой АВА в Днепропетровской, да, его переместили в Одессу. Там тоже есть интересные вещи, то, что происходит в Одессе. Пушкина не дадут снять бандерлогом, так что это тоже очень хорошо. Это Горсовет принял это решение. Поехали. Покровское направление. Я вам также прочитаю аналитику одного из каналов, тоже очень интересная, которая показывает все, как на самом деле происходит. То есть мы не будем греха таить, да, или там пропагандой заниматься. На Покровском направлении идут ожесточенные бои за агломерацию. ВСУ не только перебрасывают подкрепления в Покровск, но и проводят контратаки на флангах. То есть, смотрите, интересная какая картина. Всех стягивают на Покровск и оголяют другие направления. И пока они оголяют другие направления, все как в шахматах, да, мы ставим там под удар, допустим, ферзя или короля, да, и все стягивается туда, а тут на других направлениях начинают проходить всякие интересные действия, как вот там на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Так что тут тоже очень интересно. Российские войска продвигаются на северо-западе Покровска в сторону Гришина. Судя по публикациям в западной прессе и заявлениям отдельных украинских военнослужащих, Киевом принято военно-политическое решение удерживать Покровско-Мирноградскую агломерацию максимально долго. Для этого будут задействованы все возможные резервы и силы обороны. То есть МО России поняла, да, что Зеленскому очень важно удержать там, потому что Трамп уже просто закроет этот проект. Я вам об этом говорил. То есть они понимают, что если они, вот как вот пишет Wall Street Journal, сделают вот этот самый большой захват за все время войны, то Трамп поймет, что у Зеленского нет карты, и начнет сворачивать оттуда. Тем более у Трампа там есть в других направлениях проблемы. Зеленский, понимая это, начинает все туда стягивать, оголяя другие места. Объясняется решение тем, что на запад от Покровска, то есть объясняется решение их. А на самом деле это совсем другое. То есть, как я и говорил, два фронта. Есть реальный фронт, где гибнут люди,
И есть информационный фронт, где Зеленский должен выглядеть нормально. Сегодня поднимали статью 2014 года, не статью, а его публикацию в Фейсбуке, где он кричал про такой же иловайский котел, да, что там вот рассказывают одно, а в реале происходит совсем другое. А сегодня делает он это, дорогие мои. Равнинная местность, без высот, что формирует угрозу вывода российских войск на оперативный простор, а это в условиях высвобождения значительных сил армии России после штурма Покровска грозит ВСУ уже каскадным обвалом обороны на конкретном участке. Ну, дорогие мои, то есть 170 тысяч сил российской армии подходит к Покровску, создавая иллюзию того, что сейчас здесь будет прорыв, при этом ожидая лобовые атаки, да, то есть, я вам также прочитаю, заходят туда с юга, идут туда в сторону юга. Ну, поймете это через какое-то время, дорогие мои. Ну вот непосредственно сама аналитика, которая сделана админами Military Republic, поэтому ознакомлюсь с большим удовольствием вас. Ситуация в Покровске за последние дни остается относительно стабильной. Бои продолжаются на северных окраинах города, где у ВСУ сохраняется последний крупный узел сопротивления. Квартал высотных домов в районе Динасового завода отмечен зеленым прямоугольником на слайде. То есть слайды у меня есть в Телеграме, я их сюда не выкладывал. Сразу за этим районом начинается так называемая серая зона, за которую украинские подразделения продолжают сражаться. Этот момент имеет значение, так как именно здесь сейчас сосредоточены наиболее ожесточенные столкновения. По данным Генштаба ВСУ, для удержания позиций и попыток контратак в Покровске задействованы 425-й штурмовой полк, расчет СБС, сводные группы ССО, ВСП, НГУ, ГУР. Все эти подразделения действуют в серой зоне, что указывает на дефицит резерва украинской армии. Использование сводных групп спецназа, собранных из разных структур, свидетельствует о том, что Киев вынужден бросать элитные силы в лобовые городские бои, фактически применяя их в роли обычной пехоты. Несмотря на это, ситуация на фронте не изменилась. Спецподразделения не смогли переломить ход событий и, судя по всему, уже не смогут. Отмечается, что спецназ ГУР, предположительно переброшенный вертолетами с целью обеспечить транспортировку подкреплений из района Гришина, задачу не выполнил. Подкрепления не прибыли, а теперь уже российские подразделения ведут наступательные действия в сторону Гришина. Отдельным мобильным группам россиянам удавалось продвинуться до окраин населенного пункта, однако с потерями. Таким образом, для украинской стороны вопрос теперь стоит не об освобождении Покровска, а об удержании Гришина. Потеря этого села приведет к отодвиганию позиций российских операторов БПЛА и ухудшению наблюдения за линией фронта. По данным источникам, украинское командование приняло решение удерживать Покровск и Мирноград как можно дольше, хотя достоверность этой информации вызывает сомнения. Это про Флэша говорит. И может иметь характер окопных слухов. Логика в этом решении прослеживается. Или не Флэша, а Мучного. На противоположном фланге ситуация раскидывается для ВСУ несколько лучше. Российские войска потеряли населенные пункты Новошахово, Сухецкая и Дорожная. Родинская остается в серой зоне. Попытки россиян закрепиться там не увенчались успеха. Серия механизированных штурмов Нового Шаховского также закончилась безрезультатно. А во Владимировке российские подразделения не смогли закрепиться, несмотря на временное продвижение бронетехники с пехотой. Украинская же армия, судя по действиям, реализует стратегию срезания фланга. После неудачных попыток прорыва на Доброполье российское командование сосредоточило основные усилия на Покровске, чем Киев воспользовался для контрударов на соседние направления. Если план будет реализован, ВСУ смогут частично разблокировать Мирноград, который пока удерживается устойчивее, несмотря на сложности с логистикой. Тем не менее, задача остается крайне сложной. Продвижение украинских войск в этом районе хоть и фиксируется почти ежедневно, но требует значительных ресурсов, ввязываясь в тяжелые уличные бои. Киев фактически отказывается от прежней стратегии изматывания противника с помощью массового применения дронов и возвращает к фронтальной модели боевых действий, навязанных российским Генштабом. Понимаете, да, в чем хитрость?
Ситуация в Покровске все больше напоминает сценарий Бахмута. Вновь используются элитные подразделения, которым приходится воевать против менее обученного, но многочисленного и мотивированного контингента. Разница лишь в том, что в этот раз бонусный состав российских войск действует в рамках более продуманной и гибкой тактики. Украинское же командование, в свою очередь, вынуждено компенсировать недостаток живой силы качеством, ну, то есть бусифицированных заменяют, ну, не отправляют бусифицированных штурм, они не пойдут туда. И отправляют как раз туда и ГУР, и там куча всех подразделений, жертвуя последними боеспособными резервами, дорогие мои. А пока все идут туда, в сторону Херсона, в сторону Запорожья. Так что, дорогие мои, все отлично. 5 лет за ТикТок, дорогие мои, за видео в ТикТоке с позициями ВСУ и хранения боеприпасов. Этот человек снял кадры, выложил их, как работает ПВО, то есть это просто показал, как работает ПВО, ему дали 5 лет за это. За то, что видео еще набрало 41 тысячу. Это так, что вы понимали, да, вот эти вот последствия, которые... Я вам хочу рассказать одну интересную вещь. Во время Второй мировой войны фашисты за то, что если ты спасал еврея, могли тебя убить, расстрелять. Это было противозаконно. Вот сейчас то же самое. Ну, еще пока не до расстрела, но то, что ты сядешь, да, за то, что ты просто спасаешь украинца. Ты сядешь там, в Украине, надолго. Ну, вот вам параллели я провожу. Одну и вторую. Ну и вот Wall Street Journal о том, что пишет, что Россия на пороге самого значительного завоевания в Украине за более чем 2 года. По мере того, как война приближается к 5-му году, Россия делает ставку на свою военную мощь, подкрепленную развитой промышленностью и численным преимуществом населения, полагая, что это в конечном итоге обеспечит ей превосходство над западным соседом. Удивительное название, над западным соседом. Это брат как бы. Украина, в свою очередь, нацелена на истощение противника, рассчитывая на поддержку западных партнеров. Да, на истощение. Мне кажется, знаете, там в ожидании или там в тактике истощения она сама сотрется. Она уже практически стерлась. Вот в чем проблема. В том, что многие не понимают, что там действительно в Мирнограде происходит. В Мирнограде как раз сидят самые вот эти вот патриотичные, те, кто на огромной мотивации идет убивать русню, как они говорят. Вот почему они там в больших количествах не сдаются. И вот почему Россия их не хочет разблокировать. Понимаете? Отпусти их, они будут на других фронтах убивать русских. Они замотивированы реально. И поэтому их там и держат. И уничтожают, то есть стирают. Вот я вчера вам кадры показывал, как они посадками уходят. И как их минометными расчетами и утилизируют там. Потому что, во-первых, он не сдастся в плен, потому что он прекрасно понимает, что он до конца жизни будет сидеть там. В тюрьме, не в лучших условиях. И больше он ничего не увидит. Поэтому они идут на всякие отчаянные действия. И зная то, что они пойдут на всякие отчаянные действия, их, конечно же, утилизируют. Они не... Это 25-е, дорогие мои. Поехали дальше. Вот. Про Одессу и Пушкина. В Одессе пока не будут демонтировать памятнику Пушкину, который был заколочен досками на прошлой неделе, поскольку он находится в зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Так что бандерлоги взяли за щеку и поехали по домам. Вот и все. Ну и тоже очень комичная ситуация, дорогие мои. Это начальник отделения полиции, вот, который... украл 400 тысяч долларов, которые были в этом участке положены на хранение. В Киеве пропали арестованные деньги, а также полицейский начальник, который за них отвечал, сообщает столичное управление. По данным СМИ, речь идет о 400 тысяч долларах. Полиция разыскивает главу отделения Дарницкого управления полиции, ну, его имя, фамилию, я не могу ее называть, который не является, потому что это не там популярная личность, который не является, в Телеграме у меня написано, не явился на службу и не выходит на связь. Они его поймали. Они это, как говорится, счастье было очень близко, да. Поймали его в Ровенской области на бусе, вот, как-то плохо он
готовился, я вам скажу, к удачной попытке, оказалась неудачной попыткой. У нас сегодня ветер такой сильный, утром был вообще просто жесткий ветер. Поехали дальше. Юлиан Рёбке, военный обозреватель. Рёбке усомнился в информации, что ВСУ зачистили центр Покровска. И вот что самое примечательное. Видео с установкой украинского флага в этом районе, которое вчера опубликовала 425-й полк «Скала». Теперь послушайте, оно у меня есть в Телеграме. И они везде там просто, везде это видео клонировали, распускали, рассказывали, что все, вот-вот вам освобождение, поехали дальше. Однако Рёбке пишет, что россияне никогда не удерживали центр, а поэтому сомневаются в его зачистке. Центр Покровска был и, скорее всего, остается под контролем Украины. Россияне никогда не входили в этот район, чтобы провести акцию с флагом. Украинцы никогда не публиковали видеозаписи ударов по россиянам в этом районе, комментирует Рёбке. Так что даже и здесь у них не получилось, и их пропаганде, да, потому что другой пропагандист немецкий не дает им показать, что происходит на самом деле. Поехали дальше, у нас все-таки союз собирается. Есть интересные вещи, которые происходят между Орбаном и Трампом. Орбан сейчас летит в Америку, у него там будет встреча с Трампом. Как раз Трамп будет убеждать Орбана, чтобы Орбан не покупал ни нефть, ни газ у России. Ну и понятно, что Трамп будет давить на Орбана, чтобы Орбан принял Украину в Евросоюз. Или хотя бы на каких-то определенных условиях. То есть вот что делает Трамп на самом деле, чтобы вы понимали. Чехия может прекратить поддержку Украины после формирования нового правительства Андрея Бабиша, заявил кандидат на пост министра иностранных дел Филипп Турик. По его словам, кабинет намерен сосредоточиться на дипломатических шагах, направленных на прекращение войны и снижение рисков для Европы, заменив военную помощь, финансируемую из бюджета, гуманитарной поддержкой, уделив больше внимания внутренней безопасности Чехии. То есть Орбан у нас вместе с Фицо и вместе с Бабишем хотят сделать вот этот союз против Украины. Ну, посмотрим поездку. Ну, я имею в виду, посмотрим поездку непосредственно, какую даст и какой даст результат. Насколько стоек Орбан. Ну, мне кажется, он больше симпатизирует России, глядя на вот эту вот, знаете, нестабильность и нестабильное поведение Трампа. Мы все знаем прекрасно, и Орбан, конечно, расстроен. Когда Трамп дал пощечину всей Европе по морде, да, тем, что сказал, что встреча будет в Будапеште, а потом ее отменил через 2 дня. Понимаете? Неприятненько немного. Осадочек есть, как в Одессе говорят. Поехали. Россия показала секретную ракету «Новатор», которая легко достанет до Лондона. Российские вооруженные силы впервые применили крылатую ракету 9М729. «Новатор», пишет американский военный журнал Military Watch Magazine. Российские вооруженные силы впервые применили в боевых условиях новую крылатую ракету 9М729. «Новатор». Ракета продемонстрировала дальность поражения свыше 1200 километров, однако по оценкам может иметь значительно больший радиус действия до 2500 километров, что позволяет ей поражать цели НАТО по всей Европе. Но это относится к «Искандер-К». О ракете известно немного, однако считается, что она является производной от морской версии 3М14 калибр и интегрирована в систему «Искандер-К». Каждая ракета, согласно сообщениям, несет боевую часть массой 450 килограммов и использует спутниковую и инерциальную навигацию с коррекцией по рельефу местности на финальном участке траектории, дорогие мои. Видите, происходят всякие интересные вещи. Сейчас я вам поставлю Дональда Трампа, а потом переключимся, что это вообще происходит с Дональдом Трампом у нас в настоящее время. Поехали. If the Nigerian government continues to allow the killing of Christians, the USA will immediately stop all aid and assistance to Nigeria. We're going to do things to Nigeria that Nigeria is not going to be happy about and may very well go into that now disgraced country, guns are blazing, to completely wipe out the Islamic terrorists who are
committing these horrible, horrible atrocities. I'm hereby instructing our Department of War to prepare for possible action. If we attack, it will be fast, vicious, and sweet, just like the terrorist thugs attack our cherished Christians. These are cherished people. These are great people. Leave them alone. Warning, the Nigerian government better move fast before it's too late. If they don't, there's going to be hell to pay. Поехали. Если мы нападем, то это будет быстро, жестоко и безжалостно. Тут речь идет о Нигерии. И Трамп новую поднял риторику, что Нигерия нападает на христиан. Вот. Я сейчас вам переведу, и дальше мы пойдем по рассуждению, чтобы вы понимали, что вообще происходит. Потому что у нас Мадуро, Колумбия, Нигерия, чтобы мы везде понимали, что происходит на самом деле. Трамп заявил, что США войдут в Нигерию с оружием наперевес, если правительство страны продолжит допускать убийства христиан. Если нигерийское правительство продолжит допускать убийства христиан, США немедленно прекратит всякую помощь Нигерии. Мы сделаем с Нигерией такие вещи, которые Нигерии не понравятся, и вполне возможно войдем в эту страну, ныне опозоренную страну, с оружием наперевес, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, совершающих эти ужасные зверства. Настоящим я приказываю нашему военному министерству подготовиться к возможным действиям. Если мы нападем, то это будет быстро, жестко и безжалостно. Точно так же, как террористы-головорезы нападают на наших дорогих христиан. Это дорогие нам люди, это великие люди. Оставьте их в покое. Предупреждаю нигерийскому правительству лучше действовать быстро, пока не стало слишком поздно. Если они этого не сделают, им придется дорого заплатить. Есть там проблемы, они всегда были, они были там уже давно, лет 40 эти проблемы там именно основанные на религии. Но они не настолько на поверхности, дорогие мои, они точно такие же, как и в первый срок Трампа. Это чтобы вы понимали. У Мадуро были проблемы также в первый срок Трампа, если вы не помните. Ну, можете пролистать. И теперь я вам рассказываю, что же это происходит. У нас Иран, Россия, Мадуро и Нигерия. Взаимосвязь, понимаете? Это все те страны, с которыми дружит Китай. И мы видим то, что Трамп ездил в Китай, Си Цзиньпинь его послал, даже в конце этого всего диалога, там часть 40, мы берем 40 минут, а то и 50 минут из этих часа 40 на перевод. Потому что Си Цзиньпинь не знает английского языка. Там сидит переводчик для того, чтобы дословно переводить все. И при выходе Си сказал, ну это уже говорят инсайдеры американские, что если он будет дальше пытаться вводить какие-то санкции или пошлины, то Китай будет все больше и больше закупать у России нефти и газа. И вот берем одну из ножек стула Китая, это Венесуэлу. Китай покупает, можете обратиться в Google, посмотреть, сколько экспорта делает Венесуэла Китаю. 90%. 10% Испания она делает, чтобы вы понимали. 90% Китай покупает у Венесуэлы. Кто у нас Мадуро? Торговец наркотиками. Иран 90% своей нефти продает, угадайте куда? Китай. Россия. Сейчас номер один поставщик нефти из всех в Китай, дорогие мои. Понимаете? Ну и Африка сейчас на очереди. В 2024 году Китай вместе с Нигерией подписывает договора. На данный момент за год они увеличили оборот на 12 с чем-то миллиардов. И хотят выйти на 50 миллиардов. Мадуро у нас, вы знаете, наркоторговец. Иран у нас готовит ядерные ракеты. Россия, понятно, там сидит тиран, не вылазивший из бункера и хочет всю Европу отжать себе. Все это вы прекрасно слышите. А в Нигерии уже ущемляют христиан. Плюс-минусом сложили и получили результат. Почему так много Трамп начал говорить о Нигерии, дорогие мои? Замглавы МИДа России Грушко. У нас уже балтийские тигры начинают там что-то шебушить в районе Калининграда. НАТО готовится к масштабным провокациям и блокировке Калининградской области. В этом вопросе очень сложно увидеть потенциальный диалог. Поэтому Россия будет использовать все возможные для обеспечения национальной безопасности и защиты своих интересов. То есть набьет морду всем этим чмырям, которые там пытаются что-то
сделать, дорогие мои. Так, ну, у нас еще Трамп любит бегать по всяким параллельным реальностям. Вот его сегодня заявление было одно из интересных. Я говорил с Путиным 2 недели назад, и он сказал, цитирую, мы уже 10 лет пытаемся закончить ту войну, но нам так и не удалось. Теперь тебе предстоит это уладить. Это Путин Трампу сказал. Мне удалось решить некоторые вопросы за час без всякой помощи от ООН. Единственное, что я от них получил, это пустой телесуфлер. Это когда он обиженный. А еще и эскалатор там остановили. Помните, как я тогда вышел на сцену? Дамы и господа, от имени Соединенных Штатов Америки президент Дональд Джуниор Трамп, я смотрю на телесуфлеры, а там после этих слов ничего. Боже, Тони, боже, как будет без тебя скучно? Вот именно скучно. Будет все стабильно, будет все хорошо. Все рынки будут куда-то идти прогнозируемо. Что-то будет происходить в этом мире прогнозируемо. Но будет скучно без тебя. Серьезно, Тони. Погнали, Купинск. Главное, оставь планету живую. Вот оставь ее живую, серьезно. А то он сейчас там ядерные испытания хочет делать. Ну, короче, во все тяжкие сейчас может пойти. Можем и не дожить до какой-то стабильности, понимаете? Будет весело, но все умрем в этом веселье. Поехали. Под Купинском складывается одна из самых напряженных ситуаций последних недель. Уже вторые сутки украинские подразделения пытаются прорваться к Купинску и реке Оскол, стремясь деблокировать окруженные части. Наступления ведутся с юга и запада, однако пока безрезультатно. В частности, за минувшие сутки ВСУ предприняли 4 попытки контратак силами 92-й и 151-й механизированных бригад в районе Моночиновки, Благодатовки и Петровки. В свою очередь, россияне продвигаются в районах Кучеровки и Кондрашовки. Дорогие мои, на этом пока у нас все с новостями. Готовлю. Сейчас как-то очень скудненько, потому что, ну, я имею в виду из политических каких-то интересных. Трамп не делает заявления, потому что он также наблюдает за тем, что происходит на Покровске. Весь мир сейчас как раз там находится. Зеленский всячески пытается рассказать всем, обмануть всех, хотя все прекрасно понимают. Такие как Мучной, такие как Безуглая, такие как Флэш. Все говорят, конечно, его СБУ притянуло вот это, да, заявление Мучного о том, что мы приняли военно-политическое решение. Ну как они его приняли? Его привезли в СБУ и сказали, слышь, будешь много базарить, закончишь там свою жизнь где-нибудь там. Как-то так. Как ты не планируешь. И все, и он быстренько переобулся. И, как говорят военные обозреватели, что это может и не соответствовать действительности, дорогие мои. Подписываемся обязательно, кто не подписан. И я вас всех обнял.